Привет! Все мы отлично знаем, кто такой Юрий Алексеевич Гагарин. Именно он стал первым в мире человеком, совершившим космический полет. Скромный советский парень моментально превратился в кумира миллионов и главную звезду отечественных и западных СМИ. Давайте узнаем вместе с техноенотом, а какие машины были в личном пользовании у такого по-настоящему звездного человека, если можно так сказать, в его личном автопарке. Хотя разобраться в вопросе довольно сложно, так как история его личных автомобилей поросла со временем байками, слухами и домыслами, а также путаницей его современников в марках автомобилей, но это и не удивительно. Статус Юрия Алексеевича предполагал огромное количество наград, почетных званий и дорогих подарков. Среди последних были и автомобили, а они являлись его большой страстью, по утверждению его знакомых. Начнем с такого интересного факта. Старший лейтенант военной истребительной авиации и член особого отряда космонавтов Юрий Гагарин до космического полета вообще не имел прав на управление автомобилем. Экзамен на водительские права он сдал на отлично, но уже после совершения своего первого полета в космос. При этом существует байка, документально не подтвержденная до сих пор, что ведомый страстью к автомобилям молодой офицер влез в огромные долги, чтобы приобрести авто своей мечты – представительский ГАЗ-12 ЗИМ. Этот шикарный членовоз мог обойтись Юрию в несколько тысяч рублей. Но давайте рассуждать логически. Во-первых, зачем автомобиль человеку, не имеющему водительских прав? Хотя этот момент в принципе объясним. Но вот довод, что женатому молодому человеку с зарплатой 150 рублей в месяц влезать в долги перед полетом, который вполне мог закончиться трагически, совсем не резон, вызывает вполне справедливые сомнения. После легендарного полета корабля спутника «Восток» Юрий Алексеевич становится майором и командиром отряда космонавтов. Ему выделяют положенный по должности старшим офицером внедорожник ГАЗ-69 с персональным сержантом водителя. Но для участия в торжественных мероприятиях, парадах, шествиях, митингах и тому подобное был предоставлен роскошный ЗИЛ-111В – кабриолет небесно-голубого цвета. Именно на этом авто Юрий Алексеевич был запечатлен журналистами со всего мира. Производство ЗИЛ-111В началось в 1960 году, а всего было выпущено 12 кабриолетов, 3 из которых были сделаны в парадном исполнении. От остальных они отличались светлым тентом и имели дополнительное оборудование в семиместном салоне. Но эти два автомобиля, ГАЗ-69 и ЗИЛ-111В, не были в личной собственности космонавта номер один. Однако надо отметить, что лично Никитой Хрущевым был решен вопрос о премировании первого космонавта за успешно выполненное задание на орбите. Кроме денежной премии, государство планировало выделить пилоту квартиру и личный автомобиль. Поэтому советским правительством была подарена черная «Волга» ГАЗ-21 с красивым номером 7878 МОД. В то время это был самый модный и престижный советский автомобиль, доступный простым смертным. Гагаринская черная «Волга» с номерами 7878 МОД немного отличалась от серийных машин. Максимум хромированных деталей и нестандартная небесно-голубая отделка салона. С этим автомобилем связана еще одна легенда, согласно которой Гагарин стал виновником аварии, врезался на «Волге» в победу обычного пенсионера. Инспектор ГАИ, оформлявший ДТП, узнал Гагарина и отпустил космонавта по срочным делам. Потом, как говорят, Гагарин вернулся на место аварии и увидел, что гаишник выписывает пенсионеру протокол. Первый космонавт не согласился, признал свою вину и даже оплатил потерпевшему ремонт машины. Есть также информация, что с этим автомобилем у Юрия Алексеевича возникали проблемы, и машина постоянно ломалась. Во время очередного визита Гагарина на ГАЗ, когда заводчане поинтересовались у первого космонавта, доволен ли он машиной, Гагарин ответил: «Доволен, но иногда возникают проблемы». После этого всего за одну ночь рабочие Горьковского автозавода полностью перебрали гагаринскую «Волгу». По сей день этот автомобиль находится под стеклянным куполом в мемориальном музее первого космонавта в городе Гагарине. Позднее Юрием Алексеевичем была приобретена более поздняя «Волга» третьей серии, очевидно экспортная модель ГАЗ-21УС с госномером 1204ЮАГ, расшифровывается как Юрий Алексеевич Гагарин, 12 апреля. Хотя с этим автомобилем тоже очень много непоняток. Кто-то утверждает, что этот автомобиль был также черного цвета, хотя на фотографиях мы видим бежевую машину. Также, по некоторым сведениям, машина не приобреталась Юрием Алексеевичем за собственные деньги, а была подарена правительством. Но это и не важно. Важно то, что машина была в личной эксплуатации у Юрия Алексеевича, и большинство поездок частного характера Гагарин совершал именно на этом автомобиле. Но о ее дальнейшей судьбе информации найти не удалось. Двигаемся дальше. В 1965 году Юрий Гагарин побывал во Франции, где посетил фирму «Матра», производившую ракетно-космическую технику и попутно занимавшуюся выпуском автомобилей. Там первому космонавту приглянулась двухместная «Матра Боннет Jet 5S, которую отличали
стеклопластиковый кузов, заднемоторная компоновка, независимая подвеска и дисковые тормоза. Когда Гагарин вернулся на родину, во дворе посольства Франции космонавта поджидал прекрасный подарок – Матра небесно-голубого цвета. Французы отправили машину в Москву в качестве подарка. Гагарин подарок принял. Машина смотрелась на улицах Москвы просто фантастически. Настоящий космолет первого космонавта. А благодаря сверхлегкому кузову из стеклопластика весила машина всего 60 с хвостиком килограмм, поэтому довольно скромный двигатель разгонял машинку до 170 км в час. С данной машиной разыгрался настоящий скандал. Один из югославских журналов опубликовал снимки Гагарина, разглядывающего Матру, прокомментировав фотографии едким комментарием. В Париже на авиационно-космической выставке Гагарин занимался больше автомобилями, чем авиацией и космосом. Скандал замяли, но тем не менее на дорогах СССР подобное авто воспринималось сродни летающей тарелки, поэтому, чтобы не привлекать излишнего внимания, Гагарин пользовался диковинным спорткаром довольно редко. По одной информации всего несколько раз, но по другой информации его заграничный спорткар очень хорошо знали сотрудники ГАИ и всегда приветствовали знаменитого водителя. Но, наверное, внутренняя скромность не позволяла так привлекать к себе внимание и заниматься позерством. Кстати, в год смерти космонавта, 1968, модель Jet 5 была снята с производства. На смену ей пришла более продвинутая Матра 530. После гибели Гагарина и до начала 90-х его Матра находилась в звездном городке, после чего ее купил некий литовский коллекционер автомобилей. Говорят, у нового владельца эту машину уже пытались несколько раз угнать, но безуспешно. Не знаю, байка это или правда. Вот такими были машины нашего первого космонавта, которые тот называл «ласточки мои». Надеемся, что информация вам показалась интересной. Если так, то ставьте большой палец вверх. И да, не забудьте подписаться на наш канал на YouTube. Пока!